Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе я расскажу и покажу основные моменты, как вязать такие сапожки. У сапожек двойная подошва, поэтому для одного сапожка нам нужно связать две подошвы. Наконец-то ко мне дошли люверсы, и все ближайшие мои пинетки будут с люверсами. Но я буду рассказывать также, как вязать и без них. Похожие сапожки я уже вязала, у меня есть отдельное видео на канале. Там я от начала до конца подробно рассказываю, как их вязать. Также в том видео вы можете посмотреть, как вязать подошву и как ее соединять между собой. Ссылку на видео оставлю в описании под этим видео, а также в подсказках. Крючок я использую 3 мм. Все о пряже я напишу в описании под видео. Отличие этой подошвы, что для начала вязания подошвы я набирала 15 воздушных петель. И в мыске я делала 6 прибавлений, а не 7, как в том видео. На пятки я делала также 5 прибавлений. Размер подошвы у меня получился 9 сантиметров. И давайте приступим к вязанию. В том месте, где мы соединяли подошву, с одной стороны у нас получилась косичка, это у нас лицевая сторона, с другой просто вот такой шовчик, это изнаночная. Если в прошлом видео мы начинали вязать за вот эти петли, то в этом видео мы будем начинать вязать за вот эти петельки, где мы соединяли подошву. И смотрите, здесь подобраться под эту ниточку будет непросто, поэтому крючок 3 мм я заменила на крючок 1,5 мм. Но будем вязать так, делать такие петли, как будто бы мы вяжем крючком 3 мм. Вот смотрите, крючок 3 мм, он вообще, можно сказать, не заходит под эту ниточку. Очень сложно. Поэтому будем вязать меньшим крючком. Вязать крючком 1,5 мм мы будем только первый ряд. Итак, для начала вязания находим серединку на пятке, среднюю ниточку, вот эту вот петелечку, и сюда заправляем нить. Набираем 2 воздушные петли подъема. И дальше вяжем столбики без накида за петельку, за шовчик этот. Конец нити, которая осталась, мы прячем по ходу вязания. Конечно, не совсем удобно вязать меньшим крючком, но ничего не поделаешь. Если честно, я этот первый ряд вяжу дольше, чем всю саму пинетку. И вот так вот за вот эти вот петли, шовчик, не знаю, как их назвать, мы вяжем полностью этот ряд до конца ряда. Давайте провяжем самостоятельно. Итак, мне осталось сделать соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. И первый ряд готов. Далее мы меняем крючок. Берем крючок, которым мы и вязали подошву, 3 мм. И дальше набираем 2 воздушные петли подъема и будем вязать второй ряд. Второй ряд мы будем вязать также столбиками без накида. Уже полностью вот за всю петлю вяжем столбики без накида.
И так мы будем вязать до конца ряда. Давайте провяжем этот ряд самостоятельно. Довязала я второй ряд, сделала соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Далее мы будем вязать мыс пинетки, делать убавки. Для этого находим середину мыса. Так, нашли и отсчитываем 11 петель. Отсчитали. И сюда ставим маркер. Получается 11 петель в одну и другую сторону. С другой стороны я уже маркер ставить не буду. Набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем столбики без накида до маркера. Но до маркера не провязываем еще одну петлю. Сюда мы будем вязать полустолбик с накидом. То есть довязываем до маркера, не доходя одной петли. Провяжем самостоятельно. До маркера осталась еще одна петля. Здесь мы вяжем один полустолбик с накидом, делаем накид и протягиваем рабочую нить через все 3 петли. Готово. Дальше мы будем делать убавление столбиками с накидом. Делаем накид, заводим крючок, достаем ниточку, провязываем только 2 петли. 2 петли осталось на крючке. Дальше снова делаем накид, заводим крючок в следующую петлю, достаем петелечку, провязываем через 2 петли и через 3 петли, которые остались. Одно убавление мы сделали. Так, на мысе нам нужно сделать 11 убавлений. Провязываем через 2 петли, дальше снова накид, провязываем через 2 петли и через остальные 3. Второе убавление сделали. Давайте все убавления мы провяжем самостоятельно. Таким образом. Убавления сделали, еще осталось сделать нам 8 убавлений. И всего получится 11 убавлений столбиками с накидом. Итак, все убавления я сделала. Вот что у нас получается. Дальше мы также, как и в начале убавления, делаем один полустолбик с накидом. Сделали. И дальше до конца ряда мы вяжем просто столбики без накида. Вяжем. Довязали до конца ряда. Дальше мы будем вязать 4-й ряд. Делаем 2 воздушные петли подъема и 4-й ряд мы будем вязать полностью столбиками без накида, без убавлений. Не забывайте переставлять маркер, чтобы потом было удобнее вязать. Итак, провязала я 4-й ряд, сделала соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Маркер я переставила, вы также не забывайте. Смотрите, здесь на мысе у нас осталось 11 петель. 11 на 2 не делится, поэтому одну петельку мы добавим. Здесь мы начинаем вязать от маркера убавления, а вот в конце убавления мы добавим еще одну петлю. Не волнуйтесь, вязание не будет косить никуда, если вы все правильно связали. Это не переживайте. Вяжем до маркера, опять же, одну петлю не довязывая. Здесь мы будем вязать один полустолбик с накидом. Так, набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем столбики без накида. Не довязывая до маркера одной петли. Давайте провяжем самостоятельно.
Осталась одна петля до маркера. Здесь вяжем один полустолбик с накидом. Делаем накид, провязываем 3 петли вместе. Сделали. Дальше мы будем делать убавление также столбиками с накидом. Делаем накид, то есть будем делать убавление так же, как и делали в третьем ряду. Провязываем через 2 петли, 2 петли остается на крючке. Снова накид, заводим крючок в следующую петлю. Достаем ниточку, провязываем через 2 петли. И через 3. В этом ряду у нас здесь получится 6 убавлений. И давайте дальше провяжем самостоятельно. Итак, убавление я провязала. Здесь у меня получилось 6 убавлений столбиками с накидом. Дальше в следующую петлю мы вяжем один полустолбик с накидом. Все 3 петли вместе. Провязали. Дальше до конца ряда мы вяжем столбики без накида. Вяжем самостоятельно. Довязала я до конца ряда. Дальше мы будем вязать 6-й ряд. 6-й ряд мы будем вязать так же, как вязали и 4-й, просто столбиками без накида. Также не забывайте переставлять маркер. Итак, вяжем столбиками без накида до конца ряда. 6-й ряд я довязала до конца. Дальше будем вязать 7-й ряд. В 7-м ряду мы также будем здесь делать убавление. Здесь у нас осталось 6 петель, поэтому здесь будет 3 убавления столбиками с накидом. Давайте этот ряд провяжете самостоятельно. Сразу вяжете столбиками без накида, не провязывая одной петли до маркера. В эту петлю вяжем полустолбик с накидом. Дальше делаем 3 убавления столбиками с накидом, как и делали. Дальше один полустолбик с накидом и столбики без накида до конца ряда. Встретимся с вами, когда провяжем этот ряд. 7-й ряд я довязала до конца, сделала петлю и отрезала ниточку. Основание пинетки у нас готово. Дальше мы будем вязать язычок для сапожка. Для этого находим серединку на мыске, отсчитываем 4 петли в одну сторону и, соответственно, в другую сторону. Всего получилось 8 петель. Первую и последнюю петлю мы будем провязывать за дальнюю стенку. Остальные петли мы будем вязать полностью за всю петлю. Итак, первую петлю мы будем вязать за дальнюю стенку. Заводим крючок только за одну дальнюю стенку петли. Протягиваем нить. Набираем протянули. Набираем 2 воздушные петли подъема. Их мы будем также считать за один столбик без накида. 2. Провязали. Дальше 6 столбиков без накида мы вяжем за всю петлю. Последний 7-й столбик без накида мы будем провязывать за дальнюю стенку. И всего у нас получится как бы 8 столбиков без накида.
Последний столбик без накида мы вяжем за дальнюю стенку петли. Провязали. Дальше делаем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Начинаем вязать с самой первой петли. В эту петлю мы вяжем прибавление одно. В одну петельку вяжем 2 столбика без накида. Второй. Дальше вяжем столбики без накида до конца ряда. В последнюю петлю в конце ряда мы будем делать также прибавление. И во втором ряду у нас получится 10 столбиков без накида. Так, у нас осталась одна петля. И вот в эту во вторую воздушную петлю, где мы делали подъем, вяжем 2 столбика без накида. Делаем прибавление. Делаем одну воздушную петлю далее и разворачиваем вязание. В втором ряду у нас получилось 10 столбиков без накида. Итак, мы будем дальше вязать с самой первой петли столбики без накида. Еще 7 рядов по 10 столбиков без накида. И всего на язычке у нас должно получиться 9 рядов. Также довязываете до конца ряда, делаете одну воздушную петлю и дальше продолжаете вязать. Язычок я полностью довязала. Всего у меня получилось, как я и говорила, 9 рядов. Ниточку отрезала, потом мы ее спрячем, когда будем обвязывать. Дальше мы будем вязать боковые стороны. Как помните, мы первую и последнюю петлю в язычке вязали за дальнюю стенку. Ближняя стеночка петли у нас осталась. Вот из нее мы будем начинать вязать. Протягиваем нить. Набираем 2 воздушные петли подъема. 2 воздушные петли подъема мы будем считать за 1 столбик без накида. Дальше вяжем столбиками без накида этот ряд. Так мы провязываем до середины пятки. В середине пятки мы будем делать одно убавление. Довязали, сейчас мы будем делать одно убавление. Так, у нас остался хвостик, что мы вязали. Вот в эту петлю заводим крючок, достаем нить, петельки не провязывая. Дальше крючок заводим в следующую петлю, достаем нить, и вот эти 3 петли на крючке мы провязываем вместе. Убавление сделали. Дальше вяжем столбиками без накида до конца ряда. Ниточку спрячем по ходу вязания. Давайте провяжем. Последний столбик без накида мы также вяжем за ближнюю стенку петли. Заводим крючок, достаем ниточку, вяжем столбик без накида. Первый ряд у нас готов. Дальше делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. В этом ряду во втором мы будем делать отверстие для шнурка. Начинаем вязать с самой первой петли. Вяжем 1 столбик без накида. Дальше вяжем. Я буду вязать одну воздушную петлю, так как я буду вставлять люверс. Вы вяжете 2 воздушные петли, если люверсы вставлять не будете. Одну петлю пропускаем, со следующей начинаем вязать столбики без накида. Вот, у нас получилось отверстие для дырочки. Как я говорила, я буду делать только одну воздушную петлю. Также одну петлю пропускаю, следующую начинаю вязать. Вот, получается отверстие. Дальше вяжем до конца ряда, не довязывая 2 петли.
Там мы тоже будем вязать отверстия для шнурка. Итак, довязала я. Смотрите, осталось 2 петли. Также, если вы делали 2 воздушные петли, делайте 2 воздушные петли. Я буду делать 1 воздушную петлю. И в самую последнюю петельку вяжем столбик без накида. Получается, вторую воздушную петлю подъема. Отверстие для шнурка мы сделали. Дальше делаем 1 воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем третий ряд столбиками без накида. Первый столбик без накида вяжем самую первую петлю. Второй столбик без накида мы вяжем под воздушные петли. Вот так. Провязали. И дальше вяжем столбиками без накида до середины пятки. В середине пятки мы будем делать также убавление. Итак, довязали до середины пятки, делаем убавление так же, как и делали. Заводим крючок в одну петлю, достаем ниточку, заводим крючок в следующую петлю, достаем нить. Провязываем все 3 петли вместе, убавление сделали. Дальше вяжем столбиками без накида до конца ряда. Итак, осталось провязать 2 петли, точнее 2 столбика без накида. Предпоследний столбик без накида мы вяжем под воздушные петли. И последний вяжем в петлю. Провязали. Дальше 1 воздушная петля, разворачиваем вязание. В 4 ряду мы также будем делать отверстие для шнурка. В самую первую петлю вяжем столбик без накида. Далее вы набираете либо 2, либо 1 воздушную петлю. Я набираю 1 воздушную петлю, 1 петельку пропускаю, со следующей начинаю вязать. Вяжем столбики без накида до конца ряда. В конце ряда также делаем отверстие для шнурка. Провязываем. Предпоследнюю петлю мы будем пропускать, делать воздушные петли, а в последнюю петлю будем вязать столбик без накида. Провязали 4 ряд. Дальше будем вязать 5 ряд. В 5 ряду, в начале ряда и в конце мы будем делать одно убавление. Делаем воздушную петлю. И самый первый столбик без накида мы будем вязать под воздушные петли. Провязали. Дальше будем вязать до конца ряда столбики без накида. А в середине пятки убавления мы делать не будем. Довязываем до конца ряда. В конце ряда также мы делаем убавление. Заводим крючок под воздушные петли, достаем ниточку и заводим крючок в следующую петлю. Так, достаем ниточку, 3 петли на крючке и провязываем их вместе. Убавление сделали. Дальше набираем 1 воздушную петлю, разворачиваем вязание, начинаем вязать с самой первой петли. В этом ряду мы будем также делать отверстие для шнурка. Дальше набираем 1 воздушную петлю, либо 2. 1 петлю пропускаем, со следующей начинаем вязать. Вяжем столбики без накида до конца ряда. В конце ряда мы будем делать также отверстие для шнурка. Итак, довязала я до конца ряда. Дальше мы будем вязать последний 7 ряд. В начале и в конце 7 ряда мы будем также делать одно убавление. Набираем, делаем 1 воздушную петлю, заводим крючок под воздушные петли и вяжем столбик без накида. Дальше до конца ряда мы вяжем столбиками без накида. В конце ряда делаем одно убавление. Итак, осталось сделать мне убавление. Заводим крючок под воздушные петли и заводим крючок в последнюю петлю. Достаем ниточку, провязываем все 3 петли вместе. Делаем еще 1 воздушную петлю и отрезаем нить.
Итак, сапожек почти у нас готов. Сейчас мы будем обвязывать верх сапожка вот такой плюшевой пряжей. Название оставлю в описании под этим видео. Начинать обвязывать мы будем начинать с одной боковой петли. Вот, смотрите. Вот с этой петли мы будем начинать обвязывать, чтобы у нас обвязка плюшевой пряжи как бы немножко закруглялась. Делаем одну воздушную петлю. Дальше в эту же петлю мы будем вязать 2 столбика без накида. 2. В следующую петлю мы будем также вязать 2 столбика без накида. И так в каждую петлю по 2 столбика без накида мы будем вязать полностью, обвязывать полностью верх пинетки. Верх боковой стороны и верх язычка. В каждую петлю по 2 столбика без накида. И давайте обвяжем ботиночек самостоятельно. Довязываем, обвязываем до конца ряда. В конце ряда здесь спускаемся на одну петлю ниже. И вот в эту петлю вяжем 2 столбика без накида и плюс 1 соединительная петля. На язычке также мы начинаем от вот этой петельки, обвязываем и заканчиваем на вот этой петле. И давайте обвяжем. Верх пинетки я обвязала. А дальше нам нужно связать еще шнурок для сапожка. А как вязать шнурок? У меня есть отдельное видео на канале. Я прикреплю ссылочку на него. Вы также можете посмотреть. Вязать шнурок я буду из более тонкой пряжи. Это пряжа Alize Bella. Крючок я буду использовать тот же, что и вязала пинетку 3 мм, чтобы крючок был более эластичный. Давайте свяжем шнурок. Я вставлю еще люверсы и покажу пинетку в готовом виде. И вот такие хорошенькие новогодние пинетки-ботиночки у нас получились. Они отлично подойдут как для новогодней фотосессии, так и для повседневной носки. А у меня на этом все. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. Всем творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!